А вы знаете, что уже сейчас можно майнить с помощью NFT? Можно сдавать в аренду свой NFT, а еще и блочить их. Сейчас обо всем расскажу. Как стейкать NFT и получать за это доход. Какие проекты будут сами платить тебе за то, что ты держишь их NFT. Как, купив NFT, ты сможешь купить часть майнинг фермы. А можно ли вообще взять и сдать свой NFT в аренду? И можно ли сдавать в аренду свою виртуальную землю? Некоторые новые проекты сами позволяют себе в личном кабинете прямо на их сайте заблочить NFT и получать за это процент. И это почти то же самое, что залочить какую-либо криптовалюту под стейкинг. Ведь по сути это как депозит в банке. Грубо говоря, только это депозит NFT не в банке, а на децентрализованной блокчейн, где за стейкинг NFT ты будешь получать проценты в нативном токене ее NFT проекта. Это очень умный ход не только в плане дохода своих холдеров, но и их лояльность. Ведь так инвестор мотивирован не просто купить твой NFT, но и держать его на длинную дистанцию. Пример такого NFT проекта ты уже видишь у себя на экране. Это Wolves NFT. Достаточно молодой проект, но у них уже есть свой веб-сайт, а также Twitter, у которого 40 тысяч подписчиков. То есть аудитория уже достаточно большая. У них также есть свой собственный нативный токен, AVU токен. Они сами говорят, что этот токен является частью экосистемы и не имеет экономической ценности. За стейкинг Wolves NFT инвесторы смогут получать 10 токенов AVU в день. Пока что токен не торгуется, но в первом квартале 2022 года он будет запущен как и стейкинг Wolves NFT. А теперь переходим к очень интересному способу пассивного заработка на NFT. Он называется майнинг NFT. Как это работает? Ты покупаешь NFT, стейкаешь его и получаешь за это часть дохода с майнинга этого NFT проекта. Ничего не понятно, да? Давай по-простому. Простыми словами, это все равно, что покупать часть мощности майнинг фермы, которая добывает крипту, майнит ее, и получать за это часть дохода с этой майнинг фермы. При этом твоя часть в этой майнинговой компании подтверждена владением NFT. Я надеюсь, так стало понятнее. Есть такие NFT проекты, которые позволяют зарабатывать на майнинге. Это, например, Enigma Economy NFT. Она предлагает именно такой способ пассивного заработка своим холдерам. Что это такое? Это коллекция из NFT, которая майнит Ethereum, Bitcoin, а также некоторые DAO токены. Это значит, что за владение Enigma Economy NFT ты будешь получать пассивный доход не в нативном токене, как, например, в VAU, а в биткоине, эфире или в DAO токене. Количество получаемой тобой криптовалюты будет зависеть от двух факторов. Первое — это редкости NFT, которую ты купил, а второе — это цены эфириума и биткоина или DAO токенов, которая будет выплачивать тебе Enigma. Скажем, эфириум будет стоить $4000, а ты заработаешь по минимальной ставке около пол эфира в год. То есть где-то $2000. Чтобы зарабатывать себе $60 в день, придется купить 10 таких NFT. По самой дешевой цене 0.25 эфира, что в целом около $11750. $11750 вложений для того, чтобы получать $1800 в месяц или же $20 000 в год, абсолютно ничего не делая. Похоже на очень хорошую сделку, не так ли? Но опять же, NFT-индустрия очень молодая и очень волатильная, а поэтому никогда не стоит ожидать от нее только лучшего сценария, ведь могут случиться и худшие. И, наконец, последний способ, который я хочу обсудить, это сдача своих NFT в аренду. Да, их можно сдавать в аренду. И особенно часто этот способ встречается в криптовалютных играх формата «играй и зарабатывай», где ты должен купить NFT, прежде чем начать играть в игру, и зарабатывать на своей игре. Как только игра становится популярной, эти NFT становятся супер дорогими. И вот здесь, как ты догадался, приходишь ты со своим NFT и сдаешь его в аренду всем новым игрокам. И ты можешь зарабатывать на этом пассивный доход. Один из моих любимейших игровых проектов — это Vulkan Fogger. И он уже давно делает это возможным в одной из 6 своих игр. Земля Vulkan Fogger — это NFT, который ты сможешь сдавать в аренду. Эта земля нужна игрокам. Те из них, кто не может себе позволить купить землю, они могут взять ее у тебя в аренду. Кстати говоря, это позволяет уже отбивать ее стоимость. А это очень важно, потому что в NFT маркетплейсе Vulkan некоторая земля достаточно дорогая и достигает почти 90 токенов, при курсе токена почти в $16. А это где-то $15 000. Но на пике токены данного проекта стоили почти $50, а NFT земля в игре достигала где-то $40-45 тысяч.
NFT-земля в криптовалютной игре стоила $40 000. На самом деле в реальности можно за 20 тысяч купить землю в каком-нибудь штате в США. А что касается этого способа, то сдача в аренду NFT – это один из моих самых любимейших способов. Итак, ключевым моментом пассивного заработка на NFT является детальное исследование этих NFT перед тем, как с ними связываться. Конкретный NFT-проект, который тебя интересует, это предмет твоего тщательного исследования. В моем телеграме есть подробная инструкция, как полностью разобрать NFT-проект. Обязательно переходи по ссылке в описании. А вы собираетесь получать пассивный доход с NFT? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какие NFT приносят вам пассивный доход. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. С вами был ProCrypto. Пока.